Всем привет, дорогие мои друзья! Я рада каждого приветствовать, кто зашел на мой канал. Мы с вами сегодня посмотрим отливочку на такой вопрос. Какая радость ждет вас на пороге? То есть посмотрим, что вот-вот произойдет, какое счастливое событие, вообще какие для вас радостные ситуации, моменты, что вас ожидает в общем, да? Посмотрим все самое позитивное и хорошее для вас. Итак, если вы готовы, мы тогда с вами начинаем смотреть. Какая радость ждет вас на пороге? Что будет происходить хорошего, приятного, радостного для вас? Итак, если вы готовы, мы тогда начинаем смотреть. Какая радость вас ждет на пороге? Какая радость? Какое радостное событие, какая ситуация интересная, яркая? Давайте посмотрим. Итак, какая же радость ждет вас на пороге? Буквально, знаете, как будто у вас крылья появятся. Давайте так, я не знаю, что здесь за событие конкретно, будем дальше смотреть, но самое первое я увидела как крылья. Только впечатление, что у вас появится как некий стимул к какому-то делу, что ли. То есть что-то будет не зря, да, что-то будет не зря сделанное вами, что вы это поймете. Либо, например, знаете, как вы хотели опустить руки, а вы поймете, либо увидите, что этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что если у вас есть какая-то цель, к ней нужно идти. Это как-то касается вашего дела, может быть, ваших интересов, вашей работы. То есть здесь как будто бы действительно у вас крылья появляются, да, то есть надежда на то, что можно что-то возобновить, либо что-то можно подкорректировать, улучшить и идти дальше. У кого-то здесь застолье, четко вижу застолье, но это застолье, например, может быть вы еще один человек, может быть это романтика, да, вас ожидает свидание, встреча любовная. Вот, потому что здесь даже идет как предупреждение. Очень будьте аккуратны именно с алкогольными напитками, если вы употребляете, например, да. То есть здесь такая ситуация интересная. Дальше, смотрите, а у кого-то это может быть застолье, например, вы с кем-то, и потом подходят еще люди, да, как будто бы кто-то будет собираться, зазывать именно за какой-то большой-большой стол. Так, хорошо. Следующий момент. Какая же радость вас ждет на пороге? Так, увидела человек, что-то протягивает. Вы что-то получите от другого человека в ближайшие часы, возможно, а может быть даже в ближайшие дни. Вот человек, он, знаете, даже сейчас опишу. Образ похож больше как женский, но если это женщина, либо там девушка, ну больше мне почему-то женщина, взрослая женщина, худенькая. Либо худенькая, как истощена, либо нет сил. Вот она вам что-то протягивает в руках. Подарок, угощение, какую-то вещь, именно то, что вам подготовили. Вот такая здесь ситуация. Вот прям, знаете, может быть, даже вот эта сама женщина, она в вашу жизнь принесет радость. Может быть, эта женщина ваша мама, может быть, ваша подруга, я не знаю, там у кого как, но сам факт, то, что она к вам очень близка, да, к вашему сердцу, она может быть действительно вам как родной человек. Так, смотрите, увидела, как обрисовывается транспорт, да, машина, и в этой машине кто-то сидит. Может быть, действительно сейчас кто-то приедет в ваш дом, либо, может быть, вы поедете в чей-то дом. Но почему-то больше акцент, то, что кто-то уже в пути. Вот, либо на момент просмотра кто-то уже едет к вам, да, пока я здесь делаю предсказание, к примеру. Вот. Либо же это может быть самые ближайшие дни, когда вы будете держать дорогу к человеку, который вот должен приехать, например. Так, еще какая же радостная ситуация, радостные моменты вас ожидают. Что у вас на пороге? Новый старт, новое начало. Именно то, что вам приносит радость, счастье, удовольствие. Здесь у вас, может быть, появляются новые интересы к чему-то, но вы к этому будете относиться с любовью, с большой любовью и с большим интересом. Это то, в чем у вас есть опыт какой-то, что ли. Так, буква М обрисовывается либо МА, либо же Л и буква А. Не знаю, у меня вообще такое ощущение, как близкий человек, любимый, либо даже мама у кого-то из вас. Вот как-то радостные ваши события связаны именно либо с любимым человеком, либо конкретно с мамой. Вот это я вижу. Четко буква М. Первая буква, вот как мама, например, да. Либо, может быть, это инициалы человека, который вас как-то порадует, удивит, внесет в вашу жизнь какие-то яркие краски, да.
Какое-то радостное событие вас ожидает с человеком с инициалами М. Также может быть буква А. Либо, например, одна буква ваша, а другая буква, например, человека, с которым вы встретитесь. Так тоже можно прочитать. Так, смотрите, радостная. Какая же радость вас ждет на пороге? Радостное событие. Так, ну то, что, смотрите, с трудом, потихоньку, по чуть-чуть, но вы справитесь с какой-то сложной задачей, с какой-то горой большой, но которая вам по силам, в принципе. Смотрите, видела образ человека, который в буквальном смысле вот пытается как подвинуть какую-то гору, да, вот как с места. Но знаете что? Это можно буквально прочитать, что у вас есть сейчас в вашей жизни какая-то сложная задача, ситуация, может быть, неприятность, проблема большая, с которой вы самостоятельно вот пытаетесь справиться. Я здесь вижу вот что, то, что вы справитесь. Вы справитесь, и еще вам кто-то даже, знаете, как даст некий стимул быстрее справиться с какой-то сложной сложившейся ситуацией. Вам даже кто-то что-то подскажет, подтолкнет вас вперед, даст какой-то стимул, да, вот подбодрит вас, что ли. Но вы справитесь, однозначно справитесь. Также вот эта гора может указывать на вашу работу. На работу, если у вас там есть какие-то проблемы, сложности, опять же, на работе, да, то вы очень быстро их решите. И вот эта вот радость, которая вас ждет на пороге, возможно, вы в скором времени что-то услышите, либо получите какое-то известие с вашей работы, что действительно вам поднимет очень сильно настроение, то, что вас именно порадует. Следующий момент для тех, у кого есть любимый человек, у кого есть, может быть, какие-то вот новые отношения, общение там с противоположным полом. Знаете, что я вижу? Я здесь вижу, что кто-то из вас вот максимально пытается закрыться от чувств, от любви, от знакомств, от каких-то отношений. Есть много причин, почему, но все-таки кому-то из вас не получится сопротивляться какой-то безумной страсти, не получится сопротивляться какой-то симпатии к другому человеку. Здесь у вас, знаете, как по взаимности получается. Поэтому здесь, кто вот максимально пытался отгородиться, спрятаться, либо на кого-то не обращать внимания, вы здесь полностью погрузитесь именно в любовь. Совсем неожиданно для вас, но здесь вот сфера любви, отношений, да, я вижу, что у вас очень сильно поменяется, будут большие перемены у вас вот в этом плане. Поэтому радость заключается именно в том, что вы этого не ожидали, не ждали, не гадали, возможно, да, но у кого-то из вас действительно будет как момент, который вы будете очень ценить, и вы не будете об этом говорить никому. Возможно, у вас даже могут завязаться какие-то тайные общения, отношения. То есть вы не захотите кричать налево-направо, что вот я там познакомился, либо познакомилась с кем-то. То есть чем больше мы молчим о своей личной жизни, мы будем больше счастливы. Поэтому вот это, скорее всего, вас затронет очень-очень скоро. Потому что здесь вот это четко я увидела. Вот прятались, сопротивлялись, и на тебе здесь вот попадете, все, влюбитесь, это будет у вас по взаимности. Кстати, для тех, у кого есть какие-то проблемы, ссоры, недопонимания с любимым человеком, может быть, действительно у вас, тем более, если какие-то ссоры были на расстоянии, так вот смотрите, здесь я вижу, что либо вы, либо ваш партнер все-таки попытается поговорить и разъяснить некоторые моменты, которые еще необходимо прояснить вот максимально четко, да, вот в чем-то определиться. Потому что если у вас отношения на расстоянии, есть, конечно же, большие преграды, очень сложно находиться друг от друга далеко, но как будто бы кто-то из вас будет идти к другому как навстречу, кто-то захочет поговорить. То есть здесь у кого-то даже такая ситуация. Так, хорошо, что у нас здесь еще? Смотрите-ка. Какая же радость еще у вас на пороге? Вы как будто бы, смотрите, я увидела образ женщины, если вы женщина, да, девушка, женщина. Я видела образ женщины, которая просто отвернулась, да. То есть я вижу лишь спину этой женщины. Такое впечатление у меня то, что вы человек, который готов идти в нечто новое. Либо вы очень жаждете новых приключений, ситуаций, новой жизни. Возможно, вы сейчас работаете над своей жизнью, вы хотите что-то поменять, изменить, подкорректировать, да. И знаете, вот радость заключается в том, что вы
вот вступите на какую-то новую тропинку, дорожку, которая для вас будет по итогу очень счастливой, очень радостной. То есть вы не ошибетесь, если вы пойдете в нечто новое, не побоясь от чего-то отказаться, от чего-то уйти. Потому что там, куда вы пойдете, вас ожидает совершенно новая жизнь, чистая. И как все будет складываться, будет зависеть лишь от вас, как вы будете себя проявлять в совершенно любых сферах вашей жизни. Поэтому здесь все зависит лишь от вас, от вашего мышления и от ваших действий. Но я вижу, что вы будете, в принципе, даже, знаете, как исцелены от всего плохого, чтобы вступить в хорошую, счастливую жизнь, не наступая на какие-то прошлые грабли. Вот это вот я вижу. Но в любом случае есть очень много хороших событий, я здесь увидела, поэтому я всем желаю лишь ярких, добрых и радостных ситуаций в вашей жизни. Все плохое пускай остается лишь в этом воске, если такое было, да. Всем желаю счастья и здоровья. Всем пока-пока.